Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня, мне кажется, это дело у меня получится. Обязательно досмотрите до конца. Сегодня я расскажу вам о смартфоне Realme 13 Pro Plus. Прошло всего там 5-6 месяцев, и они выкатили обновление 12 Pro Plus. Чем был интересен 12 Pro Plus, по мнению маркетологов и тех, кто пиарит данный смартфон, данную линейку? Телевик. Окей, здесь есть телевик, здесь есть возможность снимать в 4К 30 FPS на основу, на фронтальный модуль. Помимо этого, разумеется, Type-C-шник, быстрая зарядка, номинальная защита от влаги IP65. Разумеется, здесь стерео, неплохой тач, экран водопад, для кого-то это будет волшебной штукой. И вроде бы в каких-то моментах заманчивый ценник. Почему? Потому что если смотреть долларовый эквивалент, это как раз аккурат между 2 сотнями и 3 сотнями долларов. Но все так ли волшебно и зачем вообще была эта обнова через 5 месяцев, мы сейчас узнаем в ролике. Смотрим. Распаковка. Поставляется смартфон в коробке желтого цвета из плотного картона, как и 12-я линейка вся. В комплекте мы имеем смартфон, защитную пленку, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, адаптер на 80 Вт, защитный чехол, ключ для извлечения слота и руководство пользователя. Слот на 2 сим-карты, а вот microSD вставить туда нельзя. По сравнению с прошлой моделью он стал слегка легче, а размеры его составляют 161 на 73 на 8,5 мм без блока камер. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. Подписаться на Телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Помимо этого еще iPhone 16 разыгрываю. Условия его розыгрыша на Новый год по ссылке в описании в ролике. Там минуту посмотреть, условия выполнить, они примерно такие же. Если победите, я вам напишу. Приходить на стримы не обязательно. Перейдем к смартфону. Приобрести данный смартфон можно в золотистой и изумрудной зеленой расцветке. Дизайн модели стал слегка проще относительно 12-й линейки, блок камер остался практически таким же. Но, как вы уже могли заметить, убрали линию по центру тыльной части. Рамки выполнены из пластмассы, в золотистой расцветке тыльная часть из стекла, а изумрудно-зеленый из веганской кожи. Ничего нового, просто слегка другая подача. Собрана модель хорошо, плюс за то, что смартфон имеет стандарт защиты IP65. Но BBK теперь с IP65 я не весь топлю, потому что появляются пузырики. Его я топить не буду. 13 Pro потом потоплю и проверим, насколько они хороши. Вспоминаем Vivo X100S, который с IP69K у меня утонул при утоплении. И не спрашиваем, почему BBK я топлю не весь. 13 Pro Plus имеет закругленные грани, в руке лежит комфортно, и одной рукой пользоваться можно. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, 2 микрофона с шумоподавлением, 2 стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos и сертификация Hi-Res Audio. Если у вас будет возможность дойти до магазина и пощупать этот смартфон, обратите внимание, какой сильный люфт у кнопок. Во всяком случае, я не только у своего экземпляра их ощущал, но и когда заходил в магазины. ИК-порта и мини-джека не завезли. В настройках есть различные звуковые пресеты для кастомизации звучания. Качество звука неплохое, но кастомного эквалайзера нет и, разумеется, звук с перекосом. Bluetooth кодеков на борту достаточно. Линейный вибромотор с поддержкой OHaptics, настраиваемый, и за эти деньги тактильно очень даже приятный. Летим дальше. Смартфон оснащен изогнутым OLED-дисплеем. По мне это не очень хорошо, потому что в прямом дисплее у вас нет искажений никаких, плюс дешевле его менять, если вы его разобьете. Весь этот хайп по поводу экранов водопадов потихонечку уходит в никуда, как вы замечаете. Он здесь на 6,7 дюйма с разрешением 2412 на 1080 пикселей и стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Соотношение экрана к корпусу 93%, контрастность 5 миллионов к 1, плотность пикселей составляет 394 ppi, а цветовой охват 100% DCI-P3 с поддержкой 1,7 миллиарда цветов. Функция автоматической регулировки яркости работает хорошо, по яркости в пике выдает он 1200-1400 люксов, когда как, на 100% он выдает 900 люксов, чуть-чуть меньше. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, частота дискретизации касания до 240 Гц, мультитач есть и экран спокойненько откликается на 10 касаний одновременно. Полноценный Always On дисплей на борту, шим затемнения до 2160 Гц, показатели шима, если измерять радексом, выше 16% не поднимаются, если измерять прибором ТКА с 2 паспортами поверки, шим поднимается до 65%, но только на минимальной яркости, и в целом это великолепный результат относительно других.
смартфонов. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Распознавание лица срабатывает корректно и быстро, внести биометрические данные можно только одного лица. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз нельзя, при этом завести 5 отпечатков пальцев можно. И это плюс. Сканер находится внизу, не сказал бы, что он прям супер великолепно работает. То есть у меня бывают промахи, притом по несколько раз. Скажем так, из 10 раз 7 раз отрабатывает. Разблокировка по лицу отрабатывает довольно быстро. Процессор установлен все тот же, Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2. Вообще непонятно, зачем они эту модель выпустили. Просто срубить денег. С техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота 2,4 ГГц, оперативная память LPDDR4X на выбор 8 или 12 ГБ. Внутренняя память UFS версии 3.1 на 128, 256 или 512 ГБ. Интерфейс Realme UI на базе Android 14 версии. По связи имеется поддержка Bluetooth версии 5.2, к сожалению. Wi-Fi 6 серии, 5G сети с поддержкой Dual 5G, 4G сети и ниже. В глобальной версии бенды на борту. Вот в китайской версии некоторые бенды могут отсутствовать. У меня на руках глобалка. Датчик приближения срабатывает корректно. Для бесконтактной оплаты есть NFC-модуль, он в глобалке есть, но не в китайской. GPS-тест показывает точность 3 метра. GPS, кстати, однодиапазонный, а не двухдиапазонный, за что им отдельный минус. По аккумулятору. Емкость аккумулятора 5200 мАч. В PC-марке смартфон выдает 8 часов 54 минуты, а Work в перформансе 13 тысяч. 13 Pro Plus поддерживает быструю зарядку до 80 Вт. Где-то пишут, что поддерживают зарядку и до 100 Вт. По идее, должен заряжаться за 30 минут. У меня по итогу заряжается он за 40, на 100%. Иногда дольше. Беспроводной зарядки нет, как и реверсивной, обходной, разумеется, тоже нет. При просмотре роликов на YouTube по Wi-Fi и на 100% яркости у меня в среднем уходит 3-4% заряда. В играх за час уходит 20% заряда, но там не все волшебно с тачем и однозначно плохо все с герцовкой. Плюс смартфон греется, это вообще не игровой смартфон, но в целом на минималках играть можно. То есть оптимизировали его очень даже неплохо. Может быть, сделаю прожарку, увидите, как он ведет себя в играх. Яркость он у меня не сбрасывал, в PUBG он съел меньше 20% за час. Но опять же, вместо 90 FPS в New State он показывал 60, и это такая себе история. В Genshin я бы на нем не играл, перегревается сразу. Перейдем к тестам. В тесте на стабильность смартфон выдает следующие результаты: 251 гипс минимум, максимально 345 гипсов, в среднем 286 гипсов на 100 потоках при 60 минутах. В шестом Geekbench в синглкоре 864, в мультикоре 2702, GPU скоре 1770. 3D Mark показал Wildlife стресс-тест устойчивость 99,6%, Wildlife Extreme стресс-тест 99,5%, Steel Normand Lite стресс-тест 98%, то есть он максимально стабилен. Только в Antutu он выдает 657 тысяч попугаев, и это прям очень мало. Storage тест показывает очень хорошие 84 тысячи. Почему 657 тысяч попугаев мало? Потому что это ни к селу, ни к городу, это значит, что смартфон с видеосъемкой справляется, мягко скажем, не очень. А для повседневных задач где-то через год этого уже будет мало. Стресс-тест прошел смартфон плохо, результаты вы видите на экране. Далее, по камерам. Основной сенсор Sony LIT 701 на 50 мегапикселей с углом обзора 84,4 градуса, фокусным расстоянием в 24 мм, оптостабом, апертурой 1.88 и разрешением для видеосъемки максимальным 4К 30 FPS, но оно абсолютно не смотрибельно. Далее есть перископный сенсор на 50 мегапикселей Sony LIT 600 с фокусным расстоянием 73 мм, углом обзора в 32,8 градуса и апертурой 2.65. Трехкратным оптическим зумом и оптической стабилизацией. Опять же, только название. По поводу того, что в эти деньги снимает лучше, даже CMF Phone 1 снимает лучше в 4К 30 FPS. Можете посмотреть миллиард примеров на моем канале, на лайв-канале, но это уже другая история. Последний сенсор с тыльной части — это сверхширик на 8 мегапикселей с фокусным расстоянием в 16 мм, углом обзора в 112 градусов, апертурой 2.2. Они везде отвратные, эти ультраширики, но со своей задачей при хорошем освещении справляться могут. Фронтальный же сенсор Sony IMX615 на 32 мегапикселя с углом обзора в 90 градусов, апертурой 2.4. Находится он в верхней части экрана по центру в небольшом вырезе, все стандартно. Максимальное разрешение для съемки видео у него 4К 30 FPS, притом 1080p 60 FPS отсутствует, а 4К 30 FPS вы примерно увидите сейчас, насколько смотрибельное. По внедрению AI технологии можно прочитать в рекламе, там практически обо всем этом говорится, потому что как-то им надо это дело продавать, а это то же самое, что 12
12 Pro Plus. Но я сравнивал данную модель со смартфоном от Xiaomi, а именно с Poco X6 Pro, который стоит, ну, на процентов так 30 дешевле стабильно. Почему? Потому что до 20-ки, я думаю, очень многие купили Poco X6 Pro, кто-то из-за 18. А Realme 13 Pro Plus это все-таки в районе 25 и выше. Кратко, ночью Realme лучше справляется, чем Poco, если говорить о съемке на основные сенсоры, но не во всех локациях. Что очень странно. К примеру, в помещении с недостаточным освещением Realme снимает лучше, а на открытой местностью ночью с недостаточным освещением Poco показывает более корректную работу, по мне. У вас может быть другой взгляд. Сверхширик лучше у Poco, у 13 Pro он снимает с очень сильными шумами. Фронтальные сенсоры детальнее передают картинку у Realme. У Poco совсем все плохо. Стабилизация на основном сенсоре у Realme 4К 30 FPS по ощущениям вообще отсутствует. В любом случае, примеры видео и фото вы сейчас увидите, как и сравнение. Да, я мог бы сравнить его с 6T или 6SE от Realme, но это были бы те же тапки, только в профиль. То есть, проще говоря, я бы пиарил BBK, потому что все это BBK. Xiaomi с его датчиком приближения отвратным и другими проблемами, допустим, отключением рекламы в прошивке, с которой надо еще помучиться, очень даже неплохой экземпляр, учитывая, что он стоит дешевле на процентов 30. Так, 4К 30 FPS, Poco X6 Pro и Realme 13 Pro Plus. Да, ценник у них отличается на процентов так 30, но видите, какое может быть разное 4К 30 FPS. С одной стороны, я бы мог с CMF сравнить, но это было бы слишком хорошо для Realme и слишком просто. Пусть Poco покажет себя, как говорится. Вот такая стабилизация или ее отсутствие у этих двух устройств. И настолько хорошо вы сможете снимать на эти два девайса, используя максимальное разрешение для съемки. Хотя большинство скажут, что разумнее всего снимать в 1080p 60 fps. Я с этим, разумеется, соглашусь. Но иногда тебе приходится снимать в 4К. И тогда у тебя будет вот такая примерно картинка. Я заблудился. Ха. Теперь два ультраширика HDR отключены. Да, вот, вот такая маздя. Хочется закричать: остановись и поставь на штатив. Но все равно шумы это не уберет. Поэтому на этом банкет я закончу. Кто хочет на Realme посмотреть, повторяю, что есть огромный ролик, посвященный Realme на канале в Куала-Лумпуре, где я с ним ходил в Малайзии очень долго. Ну и фронталки. У Realme 4К 30 FPS, у Xiaomi максимум 1080p 60 FPS. И если Realme хоть что-то пытается, пусть даже с шумами, то у Xiaomi это просто не лицо, а блямба. С другой стороны, выглядеть будете моложе на Xiaomi на фронталке, потому что гипотетически даже невозможно найти морщины там, где нет информации и видео. Вот. И вот так примерно, если освещение получше будет. Ну и так как в 1080p 60 fps кто-то там обещал суперплавную съемку, вот смотрите, хотя свет желтый на Realme, я вам скажу, что вот этот желтый свет, он такой и есть. То есть здесь температура света такая, как ближе. Не четко такая, как, но похоже на Realme. И это 1080p 60 fps, ночь. Два смартфона, опять же, Xiaomi не про камеру, но Realme а-ля про камеру. И, наверное, ну, учитывая рывки, вот это вот стабилизация, реально вы на Realme видите лучшую стабилизацию, чем у Xiaomi в 1080p 60 fps или нет? Так, ну а теперь два основных модуля. Смотрите, у Xiaomi включен режим HDR, и вот так вы сможете снимать ночью. Как мне говорят, ты почему-то не бодр. Но вы понимаете, что я сравнение все время снимаю? То есть я выгружаю ролик в среднем в 10 часов вечера по Москве. В 12 часов ночи, это 8 часов вечера, я перестаю за ним следить, за комментариями. И дальше начинаю тестировать устройство, проверять, прошивки ли все, последние или нет, заряжаю их перед тем, как выехать. И потом уже к 2 часам ночи я выезжаю. И логично, что да,
я не бодр и свеж, и весел. И здесь, кстати, видно, что Realme ушатывает по полной программе по работе со светом, да? У Xiaomi отключил HDR, и попытка номер 2, да, все равно, еще раз протер все линзы, все равно Realme выигрывает. По мне, во всяком случае, это я вижу на смартах, вы можете видеть другое. Так, оба ультраширика, как вы прекрасно понимаете, печаль. И здесь, мне кажется, Realme-вский ультраширик, во всяком случае, у меня по картинке пробивает все возможное дно, потому что ультраширик на Realme очень много шумов показывает. И вон, посмотрите, как он со светом работает. Они оба отвратные, но насколько ужасен Realme. Хотя, может, он менее ужасен, но вот эти вот разводы вокруг лампы, не знаю, что хуже, по-вашему? Ну что, 4К 30 FPS ночи, как мне говорят видоделы, супер медленно я должен вести, показывать, как все это дело снимает. Так что, если вы будете что-то подснимать, чтобы такая у вас была волшебная картинка, вам нужно будет это делать супер медленно, 10 градусов в секунду, не быстрее. И вот так вы сможете снимать на эти два смартфона, если будете очень сильно стараться. Снять потребно. И давайте X2, X3, 2.5. Дальше X3 в 4К 30 FPS. И дальше X6. X6. Вот так сможете снимать. День, 4К 30 FPS и абсолютно медленно пытаемся поснимать окружающую действительность. Я бы сказал, сейчас идеальное время для съемки. Почему? Потому что технически, вот посмотрите, ни солнца нет, ничего. Свет рассеянный, если для глаз это боль, для смартфона это самое то. Никаких прямых солнечных лучей. И вот так в 4К 30 FPS вы сможете снимать. X3, X3, X6, X6. Вот так по X6 будет картинка у вас. X1. Неудобное переключение по зуму у яблока. Не у яблока, у Поко. Мне уже Поко ассоциируется с яблоком. По популярности, наверное. И вот так, если супер плавно, чтобы вы могли оценить пропуск кадров или отсутствие этого пропуска, можете снимать на Realme и Poco. Два ультраширика 1080p 30 FPS. Тоже стараюсь вести плавно. Может быть, местами даже получается. Надеюсь. И максимальный зум с ультраширика X18 у Realme и только X6 у Poco. Ну и фронталка 1080p 60 FPS против 4К 30 FPS. Цвета у Poco вообще нереальные. Динамический диапазон, разумеется, никакой у Poco. И ощущение, что я вообще в мультике, позади меня белое какое-то покрывало. Но к чему это все? К тому, что снимает все неплохо. А почему вы смотрите это сравнение, это вопрос к вам. Как мне говорят, у тебя слишком много видео. Так вы 80% смартфона платите за видео. Понятно, что сейчас они пытаются и запихать в продажу, но не в бюджетных моделях. И технически, да, что вам надо? Процессор, камера, по их мнению. По факту вам нужен экран топовый. Но, опять же, прямых граней у Realme нет, и для меня это плюс. Плюс в копилку минусов. То есть мне больше нравятся прямые экраны для всего. Потому что, когда они чуть-чуть даже с водопадом, видны искажения.
Так, Realme 13 Pro Plus, 4К 30 FPS, и это, конечно, небо и земля, когда, понятно, сейчас на него поснимаю, разумеется, вы на него увидите целый день ролика, на Pixel 9 был ролик, уже вы можете на Realme GT6 китайской версии ролик посмотреть, и хочу отметить особо, что я сейчас с двух рук стараюсь плавно снимать, поснимаю по максимуму, потому что на эту локацию я днем, может быть, буду возвращаться, может быть, нет, но очень сильно вряд ли, учитывая стоимость. Одному человеку выходит в 3000 рублей, но опять же сюда надо и добраться, и поесть что-то здесь, и в целом один раз есть смысл, 2 раза только в Токио я, наверное, буду заползать, потом еще не один раз, потому что все-таки, хотя высота и красота прям топ, но, наверное, может быть, Sony FX3 поеду днем, но не уверен. В общем, запоминайте, как это дело работает. Ультраширик тоже включу. Вы, скорее всего, уже видели день на этот фотоаппарат-камеру. Небо и земля между GT6 и им. Конечно, даже китайский лучше брать за 33 тысячи, чем этот за 27, потому что 4К 30 FPS. Съемка такая себе. Разумеется, плавненько поснимаю, но для видео это все эти телевики. Ну, зачем вам телевик нужен, когда у вас основной модуль не ультра широкий, а ширик обычный. Может снимать только в 4К 30 FPS, а в 4К 60 FPS не может. Вот так вы сможете снимать. Такие здесь две капсулы. Поподробнее можете посмотреть про эти покатушки в ролике про Realme GT6 китайской версии, тот же BBK. Ну а здесь только в 4К 30 FPS. Туда заходишь, фотографируешься и уходишь. Вот так примерно это выглядит. Намного круче в Бангкоке, просто на площадку прозрачную заходишь, или в Японии, в Токио, в Киото много прозрачных кубов, которые ты просто вниз берешь и фотографируешь. Но здесь зато высота прям вау. X3, X6. Ночью абсолютно бесполезно. Днем-то не особо полезно. Фотографии, исходники в моей личной телеге. И видеосъемка, фронталка, максимум X08. Роллинг шаттер, конечно. У задних предметов, смотрите, по башне X1. Но можно, в принципе, снимать как-то что-то. Вот они, японские радости. Ну, кстати, прикольно, что здесь прям продаются. Но на 30, если умножаешь, как-то вообще не романтично становится. Дорого. Зато игрушка прикольная. Это большие, дорогие. Остальные тоже как-то недешево. Хотя всякие мягкие игрушки дороже, чем в Тае. Именно поэтому я купил 3 разных. И сейчас мучительную распаковку вы можете наблюдать на смарт. Одной рукой держу смартфон, другой рукой распаковываю медвежат. И как бы это ни было весело и печально, ногтей у меня нет. Поэтому все очень сложно. Но, как говорится, возможно. Было бы желание, а желание вам показать, что там внутри у меня есть. Надо было рвать, кстати, сразу упаковку. И тогда бы видно было, что за медвежонок. Так, один, я хотел розовый, один белый, но он тоже норм. Белый медвежонок. Раз. Один. Все 3 разных по заявлению продавца. Еще один белый, подстава. И еще один, если будет белый, это будет 100 из 100. И один зеленый. Я хотел розовый. Ну что, пока шарахался в попытке купить медведей, вроде дождь закончился. Ха-ха-ха. Лень берет свое. Как это называется? Лень и страх – признак интеллекта. Да? Скольких я обрадовал из себя тоже этой фразой. Такая достопримечательность с парком, фонтаном. Но выглядит
шикарно. X3, X6 шумы, X2, X1 и народ приходит сюда, чтобы фотографироваться, снимать видосики. Хотя, опять же, уже можно фон любой ставить, но одно дело фон, а другое дело ты реально пришел и сфоткался. То же самое на ультраширик. — 1080p 30 fps. Еще немного ультраширика. На него, когда переходишь, кстати, очень часто цвет меняется. Но сейчас вроде не меняется. Хотя шикарным телевик, по-моему, даже лучше, чем основа здесь. X6, X7 ультраширик. Все выглядит очень цветастенько, но не безопасненько. Но цветастенько. Здесь как-то попроще, чем в прошлой улочке. Хотя, опять же, количество решеток предполагает не совсем позитивный настрой относительно соседей. Но не везде. Опять же. Не везде. Ну что, через терник к звездам, зато вот он рынок. Как и в Тае. С дурианом и остальными прелестями. Немного вкусняк. Это шоколад. Это просто фрукты. Это желешки всякие. Кокосы. И кокосовые, я так понимаю, кокосики вместе с всякими приколюхами. Давайте X3, X6, X3, X2, X1. Короче, обычно я покупаю кружки в Старбаксе, но здесь есть вот такие медвежонки. И медвежата имеют, к сожалению, рандомный цвет. Короче, надо было розовый и золотой, в итоге 3 вот этих цвета. Ну ладно, сейчас пытаюсь договориться еще на 2. И, в общем, я долго упрашивал, в итоге и золотой, и розовый тоже у меня. То есть у меня теперь 5 медвежат. Фонтанчик. Куда без фонтанов видео, да? Фонтаны наше все. Пусть даже маленькие. Такой вот водный парк прям посередине небоскреба. Рядом стройка. Очень много небоскребов. Прям бешеное количество. И ощущение, что они заполнены на процентов так 5. Примерно как в Абу-Даби. Когда ты идешь вечером, у тебя вообще ничего не горит. То есть просто потемкинские деревни. Вот зато это заполнено на 100%. И еще немного романтичных пейзажей. X3, конечно, вечером уже все не используешь. Не попользуешься. Как мне говорили, не дергай телефоном. То есть на штативе только снимать на все. Вот как снимает, так снимает. Не могу я ничего поделать, к сожалению. Ну, либо не снимать. Второй вариант. Наверное, рекламщики и представители Realme были бы счастливы просто, если бы я перестал снимать. Можно было рассказывать про волшебную камеру. Ну, как они любят. Про портретные телевики. Так, ну что, 4К 30 FPS. Стараюсь снимать плавно. И вот так. Вы можете снимать закат уже. Ничего никому не мешает. И основной модуль. Не блещет он. Прямо скажем, не блещет. Но, опять же, кому-то может быть достаточно его. Кто-то может скажет, вот, ура, X2. Телевик X3, дальше X6, X3, X2, если пытаться плавно, плавно X2, плавно X3, плавно X6. И пробуем X1, как он переключает модули. Не понял.
То есть 4К 60 FPS он модули не переключает. Основной модуль X3 ультраширик. Основной модуль. Что за прикол? Сейчас переключился. То есть ему понадобилось какое-то время. Какие-то глюки. Сейчас он переключается с ультраширика на основу. Попытка номер раз. Вот это основа X1. И почему он не переходит на ультраширик? Ну все правильно, ультраширик не может снимать в 4К 30 FPS. Матрица. Как и телевик не может в 4К 30 FPS снимать. Вот так фронталка X1, X08. Вот, пока нет музыки, пытаюсь медленно ввести 4К 30 FPS одной рукой, снимать вам видео. Ну, ночью мало что хорошо снимает, но, опять же, стабилизация здесь такая, что радости в отпуске снимать на это дело будет не очень много. Фронталка в тех же условиях. X1, 0.8. Вот так. Так, всем свидетелям стабилизации в 4К 30 FPS на байке. Вот так неплохо, кстати, он снимает 4К 30 FPS, если ехать и параллельно снимать. Сейчас попытаюсь еще 1080p вам снять, чтобы понять разницу. Так, ну это 1080p 60 FPS, я почти впаялся. Надо, наверное, эксперименты с переключением разрешения во время движения остановить. Разумеется, обязательно никогда так не делайте, но вдруг, если вы решите что-то снимать, существуют такие ошейники уже, и они стоят там по 2000 рублей. Ты их вешаешь, и они на магнитку или на крепление вешаются смарта. Притом, опять же, смарт может быть без магнитки, но ты просто покупаешь чехол, допустим, на этой магнитке или клеишь. Обычно они даже с наклейкой такой продаются, кольцевидной. И дальше уже снимаешь спокойно. Плюс он еще и крепится на тело. То есть 10 тысяч раз думайте перед тем, как снимать с руки в движении. Лучше купить какую-нибудь приблуду, либо присобачить на шлем, извините за мой французский, прикрепить. И все будет в огне. А вот то, что я делаю, это, конечно, не камильфо, не разумно и прямым текстом опасно. Особенно, когда ты посмотришь 550 тысяч видео с неудачами на дороге. И помни, что не обязательно ты можешь быть причиной, а ты просто не среагируешь на кого-то, кто является причиной ДТП, и все. А не среагируешь ты по той причине, что сам нарушаешь. Допустим, без шлема или не двумя руками держишься. В общем, нравоучение закончил. Вот так сможете снимать ночью 1080p 60 FPS. Так, ну чтобы никоим образом не пытаться вас отвлечь от реальных дел, смотрите, великий и ужасный Xiaomi снимает намного хуже фотографии, чем Realme, даже рядом не лежал он ни на основной модуль, ни на фронталку. Вот она вам фронталка с Xiaomi, неудачная, но даже если бы она была удачная, поверьте мне, у Realme фото прям ультра круто. С другой стороны, по цветам, вот обратите внимание, Xiaomi, если во всем, кроме цветов, проигрывает, по цветам оно намного ближе, чем Realme. Мало того, что Realme лучше снимает, у него еще есть телевик, соответственно, у него преимущество, если вы будете делать X3. И поэтому, если вам интересно, как что снимает и насколько удовлетворит это ваши потребности, скачивайте исходники, сами сравнивайте, все в личной телеге я скину. Исходники вот этих фотографий, их там было еще море, потому что я еще в Куала-Лумпуре на Realme снимал. Вот. Минусы: процессор слабый, особых изменений нету, нет ИК-порта, нет мини-джека, нет 7 и 20 бенда в китайских версиях, нет возможности расширить память, вставив microSD, да, у кого-то она есть. Старый Bluetooth чип, старый Wi-Fi, нет запаса по мощности вообще никакой, ужасная съемка в 4К 30 FPS, и, опять же, я их ругаю за маркетинг, потому что их продают за телевики. То есть вы такие деньги платите просто за телевик. Вам рассказывают, что расстояние в телевике там где-то 50 сантиметров, прошлой модели
модели в этой 30 или наоборот, и отводят внимание от главного, что в этом смартфоне нет вообще ничего, чтобы могло стоить такие деньги, кроме рекламного слогана «Телевик». Ну и второй слоган — это внешний вид. При том, что, опять же, мужским, хотя это максимальная субъективщина, его назвать не очень просто. Может быть, вы со мной не согласны. Не забудьте подписаться на телеграм-канал «Скидок взаимопомощи» и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там, во всяком случае, вы сможете увидеть динамику, если вобьете в поиске на то или иное устройство, сколько оно стоило на распродажах, без распродаж и всего остального, и этим очень сильно поможете каналу. Всем, кто посмотрел, буду безумно благодарен, если вы оставите комментарий, притом любой, начиная от отвратной съемки, неприятного голоса и заканчивая какими-то конструктивными, может быть, недостатками ролика или критикой. Буду всему рад. И пишите, нужно ли делать прожарки, нужно ли делать обзор одним кадром. Не забудьте, кстати, что исходники у меня в личной телеге по фотографии с этого смартфона, и я на него снимал, как я уже говорил в начале, в нескольких локациях, и вам, по идее, должно этого хватить. Ну и резюмировать я бы хотел довольно просто и мучительно. Смотрите, вот этот смартфон обычно стоит 26 штук. Этот смартфон на распродажах Poco X6 Pro обычно стоит 19 тысяч. Чем этот лучше? Давайте, если вы купили этот смарт или у вас есть подобная линейка Realme, вы закрываете этот ролик, потому что я сейчас скажу очень неприятную вещь. 95%, 97% почти процентов моих зрителей это мужчины. Я понимаю, что вот этот дизайн кому-то может не нравиться. Вот это мужской дизайн, что 12 Pro, 12 Pro Plus. Понятно, что девочки это больше про айфоны. Вот это мужской дизайн. Вас реально ничего не напрягает. Вот меня напрягает. Может быть, я где-то не прав, но ни у одного мужика я не видел этого дела. Я не говорю про цвет, я говорю про, в принципе, вот то, что они сделали там. Если говорить про что-то другое, телевик, вы все портретные фотографы? Ну, серьезно? С его качеством съемки на фронталку и основу, это чуть-чуть лучше левой руки. Левая рука в данном случае, вот, она держит Poco X6 Pro. Надеюсь, кто-то знает этот анекдот и хотя бы чуть-чуть улыбнулся. К чему это все? К тому, что в этой красивой обертке вас ожидает старый процессор относительно, потому что он ничего вам не вывезет. Минимальная мощность, портретная съемка, которая, поверьте мне, ну не нужна она вам. Окей, счетчики вы сфоткали 2 раза. В каком случае я бы пел оды данному смартфону? Только в одном. 21-22 тысячи рублей. Будь конкурентом Poco X6 Pro. Да, здесь убогий датчик приближения, но здесь прямые грани. Я не обязательно пиарю это дело. Вы можете посмотреть, кстати, как делают многие фанаты BBK. Почему они фанаты? Понятно. Сравнивают 6T, а там есть еще 6 SE у Realme, и там чуть другие истории. И вот нет этого безумного маркетинга, другой внешний вид, хотя тоже там и зеркальце, свет мой зеркальце скажи. Я не понимаю смысла в этом устройстве, и не понимал до этого 12 Pro Plus также примерно. Потому что для видео он нулевой, для фото это все натягивать сову на что-то там. То есть пытаться из смартфона, красная цена ему 200 баксов. Вытянуть за счет телевика стоимость 260. Ничего сверхъестественного и суперского в нем нет, если вы купили его и все-таки смотрите, хотя я просил не смотреть. Девайс нормальный, за 25 тысяч, в принципе, окей. Только для тех, кто понимает, зачем ему нужен телевик. Я понимаю, что вы скажете, я им пользуюсь. Так вы им пользуетесь, потому что он у вас есть. Если бы у вас его не было, вы про него бы не вспоминали, делали бы зум этого счетчика с основного сенсора, если бы он был чуть-чуть более нормальный. А постановочные фото, красивая девушка, любой девайс даже за $100 будет делать красивые фотографии с правильным светом. И все. То есть постановочные фото и видео вы сможете делать на любую мыльницу за $100. Если вы хотите что-то более-менее серьезное, то нужно уже смотреть на другие ценники. Так что за 25 и ниже нормальный девайс без перспектив. Потому что Balo Antutu говорят о том, что видео он никогда нормально снимать не будет. Balo Antutu говорят о том, что это абсолютно не игровое устройство. Надеюсь, идея ясна, смартфон интересный. Внимание стоит, но только если дропнется на него ценник довольно прилично. Напишите мне, может быть, вам реально нравится, вот напишите, я мужик, мне там 40 лет, можете даже года не указать. Мне нравится дизайн этого смартфона, и я тогда, может, пересмотрю свое отношение к этому, потому что все-таки я смотрю это через призму моих знакомых и того, с чем кто ходит у меня из знакомых. Девайсу от меня однозначное да, подписывайтесь на канал с колоколом, помните, что у меня есть еще несколько обзоров на него, один из них это я летал в Куала-Лумпур и снимал на него почти весь день, вот, как у него отрабатывала камера, посмотрите, точнее, как она, можно сказать, не отрабатывала. И если вы
Хотите, я могу еще сделать на него прожарку и обзор одним кадром. Огромное спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья!